Хой, союзники, на связи Отспой Геймер. И что ж, у нас сегодня с вами последняя серия, я полагаю, да? Полжи игры осталось. Всего лишь. То есть пройдем мы ее за 2 серии. И у нас сегодня с вами вот эта вот прекрасная штука. Этот прекрасный уровень, который мне очень уж нравится. И раньше нравился. Найс челик косой. Прекрасный уровень, с прекрасной задумкой, с прекрасной подачей. Видите, нас уносит в бок. Это турбулентность. В этом моменте, гайды чисто вам даю. Сдвигаем экран заранее. Не останавливаемся, чтобы экран не успел сдвинуться. И в итоге тот желтый чувак не успевает с помощью своего огнемета сквозь стену прострелить. Короче, мы прорываемся, не останавливаясь и не теряя время. Я вроде бы не спидраню, но все же. Полагаю, что это кому-то может быть полезно. Например, мне. В принципе, смысла уже чемоданчики нет собирать. У нас full апгрейд. Мы умерли всего лишь один раз на той серии. А кто не смотрел, не знает, что это за хак и что-то происходит, переходите в плейлист. И у нас крутая задумка этого уровня. Прыжок! Очень круто. Прыгать тут нельзя, кстати, а очень жаль. То есть, у нас тупо отобрали возможность прыгать. Прыгать на самолете движущемся. Вообще, в принципе, бегать по крылу самолета и стрелять, знаете, такое себе. Особенно по турбинам самолета, который может упасть из-за этого. Но нет, мы стреляем, нам нормально. Это не турбины, но я вам позже покажу. Когда пойдут маленькие самолетики. Это просто какие-то огромные титаны. Отлично. Ликвидируем. И тут момент. Огнеметчик сверху, который не успевает прогрузиться из этого, как бы может попасть нас снарядом, но не убить. Не думаю, что разрабы это так задумывали. Кстати, хотел вам показать. Еще в прошлой серии. Если встать так, то спрайты не прорисованы. Видите? Спрайты персонажа оригинальной игры, Бёрнса. То есть его куртка это красная и кепка. А если так, то верхние спрайты они прорисовали. Я чуть не умер, но да ладно. Да. Когда я болтаю, мой скилл понижается на 30%. Это так, для тех, кто не знает. И о да, враги пушки. Ты чё не стреляешь в меня, идиот? Которые могут стрелять только в 2 направлениях, вроде бы. Или в 3. Окей. И уничтожают почему-то. У них есть friendly fire. Они уничтожают объекты как игрок. И это единственные реально пушки в игре, которые так делают. Именно типа рога такой. Это очень странно. Он даже может уничтожить своих же солдат. Я проверял или нет? Короче, он стреляет по всем. И это очень-очень странно. Даже если вы играете в этот уровень первый раз, босс легкий. Вы его одолеете, если совсем не идиот. И фул прокачка. Правда, жаль, тут нет прыжка. Максимум 2 паттерна. Видите, тут было 2 паттерна. Он чуть-чуть приблизился, а потом уже надолго. Точнее, медленно, а потом надолго. Да. Извините за мой русский. Хочу в кабину к пилоту. Щит, это опасно. Так что на всякий случай сбивайте ракеты. Это рандом. Пока, кстати, когда перепрыгнете на другой самолет, не думайте, что эти ракеты пропадут. Нужно ждать, пока крыло полностью... чтобы полностью задиспаунился самолет. И мы, естественно, сшибаем турбины на самолете, на котором же и летим. Прекрасно, замечательно. И нет, спрайт падающего самолета я вам показывать не буду. Блин, странно, что турбины разделены на 2 объекта. Короче, эти ракеты рандомные, и не думайте, что вы тут что-то заучите. Можно заучить только паттерн вот этих вот самолетиков, когда они с крыла на крыло прыгать. Переходить точнее. Прыгать нам никто не дает. Видите, задержка. Тут 2 паттерна. Там был 1. В самом начале. Хочу в кабину к пилоту. Я это говорил, да? Биполярка, значит. B. Why are you B? Так, извините, я сдвину экран, сэр. Стреляйте на всякий случай. Вдруг у вас полетит шальная ракета. Они абсолютно рандомные. Короче, если вы проходите этот уровень первый раз, я так и не договорил, вы сможете заучить. Даже не заучить, а понять. Вы можете просто стоять и ждать и заучить. То есть максимум 2 паттерна. Так что ничего сложного, ребят. Раз уж я прошел, при этом болтая, то и вы сможете.
Отлично. Нереалистично, сказал бы один великий человек, Папич. Смотря на меня, как я уничтожаю 1000 солдат. Но... такова судьба. Я же Рэмбо. И вот финал. Нам туда не нужно, это чисто для набивания очков, там всякие ящики стоят. Нам это не нужно. Пулеметчики, которые беспонтово спавнятся, не знаю, разрабы вообще так планировали, нет, что они спиной к нам спавнятся? Скорее всего, нет. И, кстати, на этом уровне, а на прошлом вызвать нельзя было. Че, идиот, что ли? На этом уровне игра решила меня убить. А, понятно, экран двигается, и вот и все. Черт, мне дадут договорить, нет? На этом уровне почему-то можно вызвать напарника. Хотя на том уровне, на втором, да, после первого, логично. Вот. Там почему-то нельзя было это сделать. То есть, то ли они забыли эту фишку, то ли что. Ставить на тот уровень. Не знаю. Напарник застревает в боссе и бьет его максимально эффективно. Я бы мог и один справиться, но зачем затягивать видос? Верно? Отлично, вызываем второй раз и пошло-поехало. Главное, чтобы напарник не тупил. Ставим его обязательно на ручное управление. Я же сказал, чтоб не тупил, а он уже начинает тупить. Но он рофлит, черт побери. Интересно, можно дойти до тех пулеметчиков? Вот и все. Погодите, я мечтал стрельнуть в задницу. Все. И вот еще один прикол. Почему-то разрабы неправильно прописали точку, и если стать вплотную от двери, к двери, то мы почему-то сначала отойдем. Вот так. И снизу везде однерки. Окей. Блин, как странно они отразили портрет. Это лучшее место для того, чтобы расслабиться. Ну как так вышло, что вы смогли завладеть такой серьезной вещью, как плутоний? Приветствую, парни. Поздравляю с благополучным возвращением. Но время подходит к концу. Следующим противником буду я. Зачинщик этого проекта. Ожидайте меня. Так, тут нужно сосредоточиться и пройти без царапины. Хотя я вроде бы никогда без урона и не уничтожал этого босса. Кстати, я не знаю, есть ли смысл дамажить его. Отлично. Я его уронил. Уж извините. Кстати, если боссу дать убежать... Хера себе, я гранату поймал. Своим телом. То он уйдет туда и в итоге потом заспавнится сверху на лифте. То есть... Боссов тут технически штуки 4. Они просто спавнятся в разных ипостасиях. Я не знаю, есть ли смысл его вообще дамажить. Есть еще один прикол с боссом. Короче, если босса гнать... Вот сейчас я вам покажу это. Как встречу его. Типа он забрался на лифт, а? Хотя с помощью бага это можно проверить. Босс не умеет наискось стрелять, как мы, так что можно спокойно его тут дамажить. Но смысла этого вроде как не дает, я проверял. Вот. Игре просто лень запоминать и загружать себе память. Вы не заметили, что тут нет врагов, черт возьми? И он куда-то убегает. Туда, куда не должен убегать, да? А такая вот херня. Но следовать я за ним не собираюсь. И тут бац. И враги начинают спавниться, я сказал. Ладно, перегрузил память игре. Короче, тут должно быть было полчища врагов, всяких гранатометчиков и так далее, опасных. Но я в итоге прошел уровень и встретил всего лишь 3 врага. Просто потому, что я перегрузил память игры. Короче, если босса вести за собой, а разработчики, видимо, думали, что я не успею, вот, то такая херня происходит, что просто врагов нет. Все. Тут должно быть полчища врагов. Потому что игра бы вообще, наверное, повисла. Она и так лагает, а тут еще спрайт босса крупный. Хотя этот босс хоть адекватных размеров. Относительно. В отличие от всех остальных боссов. Метра 2 с лишним, в принципе, ничего. Нормально. И вызываем тигра. Напарничек. Он спасает нас своим телом. Черт, герой. Благо у нас есть обилка. Ты идиот. Отлично, отлично. Я постараюсь пройти его без урона. Короче, что я хотел сказать. Перегрузили память игре и нет врагов. Такая вот херня. Хотя там должно было быть сложно. В итоге босс разогнал, видимо, всю свою команду. Сказали, охраняй меня.
Дело в чем? Мы босса очень много раз там стреляли по нему, и, по-моему, это бесполезно. Это прям как в Sonic 3 and Knuckles. Такая же херня, да? Кто не знает, то, кстати, тут слепая зона. Вот, можно спокойно стоять. Так, вызываем напарника. Блин, я смогу его победить? Почти без царапины. Короче, там была слепая зона. Ну почему? Это было близко, черт возьми. Теперь он в дыре сидит. Прикиньте, я сейчас босса задиспавню. Не, разработчики не думали, что... Капец. Я не знал, что... Как он меня вообще смог... Это был баг. Как он меня, черт возьми, вообще ранил? Ну все, понеслась, а. Короче, не надо было мне болтать. Опасно. Была аж слепая зона. Нет, надо было ему спрыгнуть. Уф. Ой, хорош, напарник. Ну ладно, я неплохо уклоняюсь. Как будто в Undertale играю. Представь, что ты играешь в Undertale. Умри! Дай, монстр! Есть! Я могу напарника призвать в конце. Слушайте, а что если сдохнуть, когда у тебя будет 0 жизней, и босса убить? Что будет? Очень интересно. Короче, я так и не договорил. Давайте, перед финалом скажу хоть. Босса вы дамажите, но, по-моему, урона. Видите, я как много его тогда надамажил, пока он бежал. По-моему, это чисто сюжетная херня. Босс, то есть, урона... Блин, игра, короче, урона не запоминает, я уже заговорился. Умер один раз все-таки. Ну ладно, 2, но второй раз, потому что, блин, потерял первый раз. Каким-то багом. Я пересмотрю потом тот момент. Короче, это как Sonic 3 and Knuckles. Ты, Knuckles, в плену у Эгмана ты дамажишь раз 14, а он все равно по сюжету выживает и улетает. Короче, из этого разряда. И да, можно призвать еще напарника. Красиво, как будто бы напарник вертолет. Кстати, вертолет за нами двигался. Прикольно. Ну и все, блин, почти ведь без царапины, а? Интересно, вот сейчас пройдет заставка. На заставке тоже вырезали там, в эндинге, персонажей. Эта ситуация закончилась так, что некоторые вещи остались нерешенными. Глава Фокс до сих пор не обнаружен. Бёрнс чувствует, что за ним притаилась подозрительная фигура. Но нет сомнения, что он будет предан борьбе. Вот почему мы можем назвать это судьбой Бёрнса. Серьезно? Короче, тут должны были стоять персонажи. Вот интересно. Видите черный фон? То есть они тупо их замазали. Чтоб не портить сюжет своего хака. Охереть. Ну, конечно, принципиальные были чуваки. И они даже снизу титры убрали. Вон та лента, это киношная, которая снизу идет. Там должно быть название... Господи, название. Имена разрабов. Вот. И... Они тупо их вырезали. Почему? А потому что копирайты. Вот. Чтоб их не притянули за уши. Дело в чем? А дело в том, что черный фон на заднем плане, и они просто взяли и замазали всех чуваков. А что, если бы там был не черный фон? Они бы дорисовывали бы? Или пришлось бы просто белым замазывать? Это было бы интересно. Жаль, мы этого никогда не узнаем. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Смотрите другие видео. И у нас голосование в сообществе моего канала. Так что заходите. Там голосование за новую игру. Всем пока. И прекрасное название The End в конце. Ну, красиво, красиво. Прям как в этом, знаете. Прям как напомнил вот эту херню, короче, с надписью в конце баганой. Не те лишь самые разрабы делали Аладдина на NES. Задумайтесь.